Мы жили на Литейном проспекте, тогда он назывался, опять переименовали его, проспект Володарского. Значит, ну, семья была так, значит, отец, моя мама и я. Я был единственный ребенок. Меня берегли как это, вазу. Все почему-то о мне заботились. Ну, вот подошла война, и было решение принято детей из Ленинграда вывезти. Вы знаете, наверное, слышали, что очень многие выехали. Нас собрали у школы, ну, лето, хорошая погода, еще опасности мы такой не чувствовали. Мы в летнем одеты, легко пришли, значит, поставили эти, у кого чемоданчик, у кого рюкзак. Потом нам сказали, так, всех строиться, взять вещи, и мы пешком на Московский вокзал пошли. Пришли на Московский вокзал, нас посадили в поезд и увезли недалеко, в Малую Вишеру. Мы приехали в Малую Вишеру, высадились. И оказалось, что там уже нас ждут колхозники, или там кто, телеги были запряжены лошадьми. Нас рассадили, и от этого самого. А с вокзала повезли, хорошая такая более-менее дорога, сухо, справа поле, слева поле, так, природа такая. Ну, весело ехать, что дети едут. Тогда мне еще не было даже 13 лет, у меня только в сентябре случилось. Ну вот. И мы так отъехали несколько километров, и вдруг появился самолет, который поперек дороги как бы летел к лесу. Совершенно серый, ни единственного опознавательного знака. Ничего вообще нет, да? И быстро приземлился у леса. Мы даже видели, как из него выскакивали люди какие-то в сером или в чем-то, и быстро скрылись в лесу. Ну, наши эти самые возчики начали настегивать лошадей, и мы быстро уехали. Мы уехали и привезли нас в деревню. Самое страшное началось, что питания не было организовано. Мы практически почти голодали. Ребята писали письма в город. И вот одна из девочек отправила письмо с нарочем. Кто-то из местных ехал в город. Когда об этом узнали, нас построили. Ну, коры или как такое, ну, квадратом таким. Вывели ее на середину, сняли пионерский галстук, сказали, что в такое тяжелое время жаловаться нельзя, что она, мол, проявила слабость и так далее. В общем, мы из пионеров мы ее исключаем. Ну вот, прошел еще день или два, и приехала моя мама. Вообще родители, стало известно как-то в городе, что тут не все благополучно, приехала моя мама. Ну, первое, что когда она вошла, все хотели кушать. Она пошла к хозяйке, купила ведро картошки, помыла ее как следует, взяла, ну, понимаете, у меня родители из крестьян вообще, да, взяла большой чугун, такой котел, засыпала туда эту картошку, залила водой, растопила печку, сварила картошку, вывалила это все на большой стол на этот. Ребята моментально стали хватать. Тут хозяйка вошла и принесла ну, такую миску, тарелку с крупной солью. Смели это все, конечно, довольно быстро. Ну, и тут к вечеру уже стало темнеть, и вдруг мы услышали, по дороге там проскакал мужчина какой-то и кричал, что объявлен призыв в армию. Мужчин какого года назвал, и в том числе 1900 года. А 1900 года было рождение как раз моего отца. Мать это услышала и говорит, что ну, мне надо срочно в город. И на утро она собралась уезжать. И в этот момент приехала еще одна женщина, у которой в нашей группе было два мальчика. Один был такой, как я, второй немного младше. С одним я даже в школе учился. И мать ее попросила, говорит, если будешь забирать своих, забери моего. Но она пошла, договорилась с кем-то из местных. Тот подъехал, мы сели, значит, вот нас трое, она, и мы поехали к вокзалу. Когда мы подъезжали, там такую картину увидели, около вокзала был небольшой магазинчик, ну, типа такого сельского. Правда, торговали, очередь стояла на улице. Но когда мы подъехали от магазина, там один хлам, только он был разбит совершенно. Оказывается, за 2-3 дня до этого был налет, и бомба попала или в магазин, или рядом. Там стояли люди. Значит, магазин разнесло в щепки, несколько человек погибло, кто-то был ранен. Поэтому, когда мы вошли в вокзал, нам сказали, что сидеть, не вылезать на перрон. Солнце, тепло, хороший день, мы на вокзале. Ну, это же не моя мама была, я вышел на перрон. И вот, ну, говорят, чудес не бывает. Значит, я смотрю, стоит воинский эшелон, теплушки, эти вагоны стоят. И у них полно в гражданской форме было полно мужчин. И даже их еще не переодели. Я так повернулся и смотрю, по перрону идет мой отец.
Вот он один на перроне, и я один. Солнце было с моей стороны, его глаз он меня сразу не увидел. Но я когда увидел, я с криком к нему бросился, он меня схватил, там прижал к себе. Ну, в общем, это самое. Мать он, когда он мне сказал, что он уехал, мать он не видел, она, видимо, приехала. Ну, короче говоря, это буквально несколько там минут, меньше даже. В результате, когда я сказал, что он говорит, ну что, как? Я говорю, кушать хочу. Он подошел к одной из теплушек, что-то сказал, и там протянули ему половину белого кирпичика, белого хлеба. Он мне это отдал. В этот момент, значит, поезд тронулся. Он меня поставил, подбежал к теплушке, его подхватили, он уехал, и больше мы его не видели, и все. А когда мы уже приехали с этой женщиной, с ее детьми мы приехали сюда в город, они жили угол Невского и Литейного. Я зашел с ними в их квартиру, оставил чемоданчик, побежал домой. Ну, мать сидела в трансе, потому что отца не видела, меня оставила. На столе лежала записка. Значит, ухожу, оставляю это самое 180 рублей, больше у меня просто нет. Береги сына, люблю, целую, и все, что там было написано. Ну, когда я вошел, хоть кто-то появился, да, мать меня накормила, я помню сейчас, как простокваши с хлебом, мы пошли за моими вещами, забрали, поблагодарили эту женщину, и буквально вот через несколько дней началась уже вот... так сказать, неприятности. Карточки стали выводить, все прочее такое. Еще была такая информация прошла, что необходимо бадаевские склады было разгрузить и разместить продовольствие по кладовым крупных магазинов. Однако это не было сделано, по какой причине, я не знаю. И вот в один прекрасный вечер еще было светло, был налет, шли очень низко самолеты немецкие, буквально над крышами, очень низко. Зенитки открыли огонь. Наши по ним на снарядах, видимо, взрыватели устанавливались на малую дистанцию, потому что прямо как дождь посыпались осколки от зенитных снарядов. Во дворе, по крышам стучали, мы во дворе находили эти осколки. Довольно такого крупного размера, металл такой еще даже теплый был. Ну, результат с бадаевскими складами вы, наверное, знаете. Так что на нем останавливаться? Там было уничтожено большое количество продовольствия, там был пожар, сахар даже вытекал, говорят, из-под ворот, там плавился и так далее. Приближалась, в общем-то, зима. Довольно неприятная. Зима была это очень холодная. Надо сказать, что температура доходила свыше 30, 31, я помню, даже до 32 градусов. А спросите, а мама у вас в каком состоянии она была? Значит, мама устроилась на работу. У нее было, как говорится, образование 2 класса, и она устроилась в цех тарный, где сколачивали снаряды для снарядов ящики деревянные. Практически я оставался почти один. У меня уже была иждивенческая карточка. Я сам ходил за хлебом. А булочная располагалась угол Жуковского и улицы Жуковского и Литейного проспекта. Кстати, эта булочная и после войны там была очень долго. Потом ее почему-то закрыли. Там не то книжный магазин открылся, еще что-то такое. Вот. Но вот в один, значит, такой день был страшный холод. Я пошел за этим самым хлебом. Стояла небольшая очередь к 7-8. Но на людей было страшно смотреть. Все на себя одевали все, что только могли. Закутывались. Многие брали женские шали и еще вокруг шеи, на голову. Стояли молча. Такая гнетущая тишина в этой булочной. Работала одна продавщица, подавали карточки, она выстригала талончик в коробочку такой, бросала его, взвешивала этот кусочек того, что называлось хлебом, и отдавала в руки. Ну, люди заворачивали в тряпочку, прятали на груди. Значит, у кого был маленький кусочек, брали в рот. Лица, страшно смотреть, изможденные, такие сухие, глаза такие острые. Ну, трудно. В этот момент в булочную вошел какой-то мужчина и сказал, телефон есть? Она говорит, есть. Где? Там у заведующего. Он прошел туда, что-то ей сказал. Потом разнесся слух, что на улице Жуковского от угла, вот со стороны больницы, где Куйбышевская больница, по улице горит дом. И я пошел, значит, посмотреть, что там происходит. Дом полыхал уже вовсю, какие-то крики раздавались, уже темнело, выбрасывали из окон мебель зачем-то. Но зрителей практически, так сказать, никого не было. Были кое-какие жильцы, народу было мало.
Ну, гасить не удалось, потому что шланги замерзали, а шланги наращивали довольно большой длины. Видимо, сорвало этот гидрант, потому что, когда пожарные уехали, вода стала все равно из гидранта выходить, выплескиваться. Значит, когда я вышел утром, я был в шоке, потому что у нас во дворе была уже налить такая, как горка. В районе вот этого гидранта, как потом, когда начали убирать, толщина смешанного снега с водой, образовался такой вот лед, она достигала так сантиметров 60, может быть, даже больше. И скаты образовывались к сторону Жуковской и к сторону улицы Белинского. И так это вот на зиму практически это все осталось. Ну вот, потом я смотрел, значит, еще дом догорал, он горел несколько дней. Балки рушились, там мебель, все это горело. Значит, подходили люди, у кого было сил, цепляли, привязывали эти, еще горящие, тлеющие буквально, и растаскивали по домам. Никого это не интересовало. Ну, горит, горит. Одним домом больше, одним меньше. В одну из таких вот вечеров зимних к нам пришли мамины знакомые. Там, она дружила с ними много лет. Там было 3 сестры, и у них был сын такой же, вроде как я, там на 1,5-2 года младше. Они жили на улице Каляева, вот где большой дом, если знаете. Знаешь, какой большой Конечно, дом? да. Да. В доме 10. Внутри двора там такая пристройка была, таких много было в городе, двухэтажные. Вот у них была наверху вот такая квартира. Ну, они пришли к нам, значит, вот 3 женщины. Одна работала на заводе Светлана, мать этого парня, она работала, по-моему, в торговле. А чем занималась третья, я не помню. Короче говоря, посидели и решили остаться ночевать. Вот опять второй, вот судьба. Вот как отца я встретил, да, вот с ними произошло. У нас переночевали, и рано утром тут средняя сестра, такая худощавая, живая такая была, она побежала посмотреть, как там дела дома. Приходит и говорит, дома-то нет. И вещей нет, ничего нет. Бомба пробила вот их флигель как раз, ушла в подвал, взорвалась там и разнесло все. Если там были какие люди, ничего не осталось. То есть у них жить стало негде, и вещей нет. Они так вот у нас остались. Ну, зима прошла, сами понимаете, очень тяжело. С питанием было страшно, тем более маму забирали там по работе, она не всегда даже дома появлялась. Я даже не помню, за счет чего я там выживал. Через какое-то время ее мамин брат, он был тогда еще жив, каким-то образом он достал кусок дуранта. Никогда вам не говорили, что это такое? Слышали, да, это прессованная от семечек шелуха. Но это страшная вещь. Ну, что делать? Это варили, пытались есть, конечно. Но в один из дней вот таких к нам позвонил человек, пришел, мы его не знали. Оказалось, что это наш знакомый, через знакомых. А он майор был, и на дороге жизни он обслуживал, вот я первый раз услышал, радиолокационную станцию английскую. Английскую радиолокационную станцию. Вот он на ней работал. У него была командировка, значит, вот в Ленинград. Надо было где-то переночевать. Ему кто-то дал наш адрес, он пришел. И вот тогда я увидел, что такое вот американский консервы, лярд, или как он там назывался. Значит, ну, он у нас переночевал, оставил нам, по-моему, часть батона, концентрат гороховый и вот полбанки этого лярда. Ну, это был праздник, если так говорить. Ну, если немного отвлечься, мы с ним потом после войны... Да, а мать ему подарила часы отца. А часы тогда ручные были очень редкие, в основном были карманные часы. Такие черные часы. Нормальные часы, они у меня и сейчас живы, ходят до сих пор, если их завести. Как они ко мне вернулись, когда я уже, значит, закончил учиться, защитил диплом, секретарша нашего директора, говорит, звонил Василий Станиславович, просил позвонить. Дала мне телефон. Я позвонил, он жил на Петроградской. Я к нему приехал, он меня поздравил, вернул мне часы отца. Знаете, как получается. Уже подходила весна, уже стало немножко легче, да? Немножко даже питание стало улучшаться. И вот в один день по радио сказали, что для заводов, для фронта нужен цветной металл. Вот это наша
домоправительница, как ее назвать, Вальтер, она меня попросила, говорит, если сможешь, обходи квартиры и посмотри, может быть, люди будут сдавать какой-нибудь металл. Я пошел, там, звонил, звонки не работали, стучал в основном. Вы знаете, люди начали отдавать. В основном отдавали все, что сделано было из меди. Я стал в этом доме 51 во дворе это складывать. Когда увидели, понесли. Ну, понесли там котлы, там какие-то подносы, ступки, там, ну, все, что было. Но больше всего было, что меня удивило, самовары. Слушайте, какие самовары? Самовары, которые делали, наверное, еще до революции. Может быть, еще даже ну, перешли век, позапрошлом веке. Такой красоты, такие орнаменты, такие на боках выгравированы какие-то эмблемы, царские короны. Эти самовары участвовали в международных, российских выставках. Это была такая красота, для музеев только. Но когда она увидела эти самовары, она считает, пожарного сняла кирку и говорит, давай, бока пробивай, потому что такую красоту, говорит, украдут, просто до завода не доедут. И вот я бил эти самовары, до сих пор жалко. Знаете, вот такая красота была. Вот у нас в доме в 51-м появилась девушка, довольно так, лет на 18, симпатичная, не очень истощенная. Она из пригорода приехала, ну, сговорилась вот с этой Вальтер, и та ее взяла дворником. Взяла ее дворником и дала ей помещение, где жить. И через несколько дней она исчезла. Все, нету, куда делась, неизвестно. Ну, а мы же шныряли везде, мальчишки. И вот оказалось, что вот перед дворцом, перед дворцом, во время финской кампании там были вырыты окопы, сделаны небольшие блиндажи. И представляете, вот в этой самой траншее мы нашли ее голову. Вот этой девушки. Ну, то, что было людоедство, наверное, вам говорили. Прошло много лет, и однажды вот я слышал выступление по радио, выступал какой-то представитель из Большого дома, он сказал, что цифры привел вот об этом людоедстве. Сколько человек было расстреляно за это время. Почти систематически расстреливали людей. Ну, было, что говорить. Это было в Ленинграде. Но дело все в том, что уже налеты стали меньше, но начались обстрелы. Вот эти обстрелы были довольно неприятно. Первый раз я с этим столкнулся, когда вот вышел через этот двор на Фонтанку. И в это время у Анечкового моста взорвался снаряд. Значит, я туда пошел, в ту сторону, подъехала машина. Народу было немного. Там лежала женщина убитая, видимо. Я так подхожу, смотрю, завернули воротник ее внутрь, или голова была разбита, или что, и положили ее в кузов. Оказался наш водопроводчик, ему руку раздробил, и он с ними уехал. А несколько человек раненых остались, ждать должна была приехать там машина с медиками. Ну вот, это, да, и на мосту еще из нашей школы лежал парень, ехал на велосипеде в сторону школы. Когда к нему подошли, никаких ранений, ничего не видно. В районе виска как прокол. Его тоже в эту машину положили, увезли. Сразу положили. Ну, несколько дней прошло, я решил все-таки сходить в школу. Я вышел, значит, уже на Литейный, прошел по Литейному, вышел на Невский, повернул направо, перешел Невский, на улицу Рубинштейна вышел. А по ней можно было пройти параллельно Фонтанке, и там был дальше проход тоже, можно было на Фонтанку выйти. И в районе 5 углов я услышал тоже взрыв. Я остановился вот здесь, угол Невского и Рубинштейна, рыбный магазин был всегда. И окна громадные, стекла хорошие, были заложены песком, обшиты толстыми досками под таким углом небольшим. Я прислонился, стою, значит, думаю, идти, не идти. И в это время яркая вспышка вот в улице этой Рубинштейна. Я инстинктивно, ну, просто вот организм сработал, присел. И в тот же момент, буквально вот в районе моей головы, удар, и на меня песок посыпался. Я когда посмотрел, дырка в этом самом в доске в толстой, пробит, видимо, ушел туда осколок, и песок посыпался из мешка. Я настолько растерялся, что решил не идти в
школу, рванул обратно на Невский, шару по карманам, ключей нет. Руку смотрю, нет. Я обратно, нет ключей. А там Марка рядом. Захожу подарку, стою, думаю, что делать? А у меня ключи в левой руке зажат, я даже не соображал. Ну, думаю, нет, все-таки пойду. Пошел вперед, и снаряд ударил под окно практически. Там такое немножко полуподвальное помещение, там была столовая. И там в это время кормили маленьких детей, ну, дошкольного даже, по-моему, возраста. Ну, эта картина была страшная. Значит, окна были выбиты. Там все внутри было в кашу буквально. Мебель, все разброшено. Буфет разбит, все. На стойке буфета, видимо, лежали несколько буханок хлеба. Их разбросало. Там были убитые, раненые. И в это время подошла машина, открыли задний борт, подогнали вплотную, и вышли мужчины и начали отбирать убитых, стали складывать. Еще ни медиков, никого не было. Но меня поразила такая картина. По центру полз парнишка, держал вот левой рукой, прижимал себе буханку хлеба, ноги волочились перебитые, след кровавый. А правый он загребал, пытался двигаться, еще двигаться в шоке. В общем, я когда эту картину увидел, я, конечно, какая школа, я ушел обратно. Жалко, но много детей там погибло. Надо же, вот снаряд попал в такую неудачную точку. Да. Когда уже наступила весна, стали прорубать, так сказать, типа канавы, чтобы освободить трамвайные пути. Пошли грузовые трамваи, чтобы очистить улицу. Лед вот этот скалывали, часть таяла, часть скалывали, бросали на платформы грузовых трамваев и увозили. Я заметил, что по Литейному стал периодически проходить старый грузовик с таким же старым прицепом. В сторону Литейного моста он шел, в ту сторону. Слушайте, кузов и прицеп были полны трупов. Брезентом пытались закрывать, но брезент от ветра, все, да он вообще не покрывал, все полно. Как потом уже я узнал, что возили в сторону Пискаревки. Там было захоронение, видимо. Но это уже позже я узнал. Причем со временем он все чаще и чаще приезжал. У него кабина была такая странная, как из фанеры сколоченная. Какой-то он такой вид имел презентабельный. А у нас вот там, где был черный ход, была прачечная. И у нас была дворничиха, которая... Она не выглядела, кстати, истощенной. Потому что она обходила квартиры, мертвых она стаскивала в эту прачечную во время вот зимы. Она осматривала, естественно, что в квартирах. И как вот она рассказывала, говорит, в одну квартиру захожу, в комнате стоит большой сундук, рядом лежит умершая женщина. Я, говорит, открываю сундук, он полон отрезов на ткани, на одежду, там, на пальто, хорошие ткани. Она могла их на рынок-то работал, если вы, может быть, знаете, что рынок работал. Могла поменять. Зачем она их хранила и умерла вот в таком состоянии. У меня, так как я большей части находился один, мать была все время занята, у меня начал развиваться цинга. Ну, это дело довольно неприятное. Я перестал выходить на улицу. У меня на ногах появились темные пятна, сильные боли. Я буквально, выл. Сидел дома. Мама решила, что она меня потеряет. Дело плохо. Она пошла, оформила документы. Мы обратились к этой вот дворничихе. А во дворе была такая, тогда были, сейчас что-то не видно, тележка высокая, на большущих колесах. Мама связала несколько узлов, чемодан, положили на эту тележку. Меня туда посадили, привезли на Московский вокзал. Это какой месяц? Это июнь, конец июня, начало июля уже, 42-го года. Вот. Там стояли, эшелон стоял, теплушка отъезжающих. Мы погрузили свои вещи. А нам, там кто уже находился, говорит, а вы на отъезд хлеб какой-то получили? Мама говорит, нет. Идите там в вокзале, в определенном месте выдают отъезжающим какое-то количество хлеба. Ну, она меня подхватила, чтобы не оставлять, и мы побрели туда медленно. Когда мы оттуда вышли, эшелон тронулся. Ну, догнать уже было невозможно. Потом смотрим, наши вещи стали выбрасывать. Выбросили наши вот несколько узлов, там чемодан, поезд ушел. Ну, мы остались на вокзале.
через довольно непродолжительное время стали формировать второй поезд на отъезд. На нем мы доехали до Ладоги. На берегу Ладоги, что меня поразило, буквально горы чемоданов, узлов брошенных. Нас посадили, подошел катер, солнечный день, тепло, очень такая погода хорошая, тихо. Человек, наверное, около 30 загрузили в трюм этого катера. А я, когда вошел на катер, я взял у бортика, лег, доски, палуба чистая, доски теплые, так, пригрелся, лежу. Руководил этим вот катером. В носу катера была такая будочка, она была как бы и для моториста, и для рулевого, и для командира. Я видел там одного только человека. Он был в этой будочке, всех спустили в трюм. Сверху я остался практически один лежать. И мы выехали на Ладогу, чтобы переехать на другой берег. Причем мотор этого, или двигатель этого катера тарахтел на всю, по-моему, Ладогу, как мотоцикл без глушителя, он запомнил. Ну, мы же довольно отошли далеко от берега, и вот слева был берег, и я смотрю, там стоят орудия немецкие, ходят немцы, что-то там делают. Им до нас никакого дела и не было. Мы вот переплыли, переехали на ту сторону очень спокойно. Ни выстрела, ничего. Я лично видел, стоят орудия, они там около них шевелятся. Вы уверены, что это немецкие были? Ну, конечно. Я же видел их мундиры, все. Видно было, хорошо. Ничего. Спокойно переехали. Катер этот работал. Да, там они, по-моему, даже что-то чистили, разворачивали, что-то возились. Мы совершенно спокойно переехали. Но переехали на тот берег. Там тоже горы такие же вещей. Да, потом мы попали в поезд и долго на нем ехали. Уже с питанием было лучше, меняли вещи, там, нам помогали, население выносили к этому. Подождите, вы с матерью ездили? С матерью уехал, да, мать уехала. Вдвоем, а с кем? Больше никого. И мы попали в Башкирию.